Может быть, даже я ее тоже сегодня разыграю. Ну, давайте смотреть до конца. Так, первая моделюшка пошла. И что же там еще? Я даже не знаю, сколько здесь машинок. Серьезно. Всем привет! Вы на канале Toy House. И если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, новые розыгрыши и вообще все самое интересное ты увидишь здесь. Сегодня у меня вторая коробочка с машинками-модельками, которые отдал мне знакомый. Здесь опять-таки могут быть как нормальные модели, так и не совсем. Например, какие-нибудь сломанные. Ну, я, в общем, не знаю. Он сказал, ему не надо. Оставил себе только какие-то свои любимые модельки, а остальные все запаковал и говорит: на, забирай, пожалуйста, они мне не нужны. Вот даже подписал. Машинки, модельки. Видать, увозить хотел, чтобы мне грузчики, может, не помели. Ну, в общем, теперь она у меня вот на столе. И, кстати говоря, вроде как, я не знаю точно, не буду вас обнадеживать, он мне готовит еще третью коробку. Но я не буду загадывать, потому что я не знаю. Может быть будет, а может быть не будет. У него вообще машинок очень много было в коллекции. Я не знаю. Вот такой вот огромный шкаф. Вот такой. Вот такой. Ну да ладно. Значит, давайте открывать. И посмотрим, что же нам там приготовили. Так. Ну, обычный скотч. Понятно. Ничего здесь необычного нет. Открываем с этой стороны и аккуратненько открываем с этой. Так, ну и можно приоткрыть эту коробочку. Тряпку половую положил. Сейчас. О, как здесь все серьезно. Так. Ну, в общем, что это, реально тряпка половая? А, не, полотенчиком упаковали, чтоб, смотрите, не помяли никто, ни грузчики, никто. Вон, смотрю, желтая крыша торчит уже. Что же это такое может быть? Ну ладно, что, достаю. Все газетками перемотано. Это у нас, нифига себе, криминалистическая лаборатория. Зилок. 118К юность, вот, написано ЗИЛ 118К юность, масштаб 1:43. Сделано в Диагостине и произведено в Китае. Прикольно, смотрите, даже шторочки тут есть, типа того. Мигалочка на крыше, какой-то весь грязный он, правда, в пыли. Ну, фары задние на месте, они пластиковые у нас, видим сзади надпись ЗИЛ. Почему-то вверх ногами. Вот, ЗИЛ. Вверх ногами, да. Ну, спереди у нас дворники присутствуют, но такое все пыльное прям. Вообще запыленное. Ага, вот я вижу первый косячок. Тут у нас отсутствует зеркало. Зеркало отсутствует. Кстати, у меня такая моделька есть. Может быть, даже я ее тоже сегодня разыграю. Ну, давайте смотреть до конца. Так, первая моделюшка пошла. И что же там еще? Я даже не знаю, сколько здесь машинок. Серьезно. Не буду газеты убирать, чтобы оставлять такую интригу, да? О, что-то нащупал здесь. Опа. Ух ты! Вот это автомобильчик. А что это за автомобиль такой? Это у нас Авиа написано. Что, реально так называется? Авиа 21Ф. Да, действительно, так и называется. Тоже Диагостини, тоже масштаб 1:43. Школьные завтраки. Смотрите, это точно советский какой-то автомобиль, наверное. Возили в Советском Союзе в школу. На них бутерброды школьникам. Да, прикольный автомобиль. Кстати, вроде даже не сломанный. Абсолютно. Хотя нет, опять-таки отсутствует здесь зеркало. Вот оно должно быть. Но с одним, в принципе, тоже вполне неплохо смотрится. Водительское, самое главное, есть. И нормально. А внутри что там? Внутри, ну, пустой фургон. Ну, может быть, я его разберу, потом вам покажу, что там внутри. Так, продолжаем дальше. А дальше... Ух ты! Это у нас опять Зилок. Зил Юность. Более ранняя версия.
ЗИЛ-118. 118 юность просто. ЗИЛ-118 юность. А вот это какой же был? А это тоже ЗИЛ-118 юность. Два разных абсолютно автомобиля, посмотрите. Видать, это поздняя версия, а это более ранняя. Так, ладно. ЗИЛ-118 юность. Здесь мы можем прочитать, что это юность. Прям такой молодой молодчик. Что у нас здесь по модельке-то? Фары пластиковые идут. Дворнички сделаны отдельными деталями. Ё-моё, даже поворотник сделан отдельной деталью пластиковой. Классно. Моделька классная. Ничего здесь, в принципе, такого нет. За исключением, я не знаю, должно быть здесь зеркало водительское или нет. Скорее всего, нет. Никаких здесь сколов и поломов нету. Поэтому, наверное, эта моделька все-таки целая. Да, вот это да. Хотя нет, вот окно немножко отходит здесь. Но это ерунда. Это можно все подклеить, разобрать, подклеить. Что у нас там в салончике? Плоховато видно, конечно. Но сидушечки идут. Это типа такой маршруточки раньше было, да. Ездили люди куда-нибудь, может, на небольшие расстояния, там, с аэропорта в город. В общем, такой вот прикольный автомобиль. Очень такой он, так сказать, ну, винтажный, вот. Слово такое, вот винтажный такой, прям вот хочется его смотреть, любоваться. Там, я не знаю, поставить его на полку, очень красиво будет смотреться. Да, красивый автомобиль. Спасибо, дружбан, тебе еще раз в этом видео передаю. Так, а кто не видел мою первую часть, я оставлю ссылку в описании. Вы переходите, смотрите, там вообще вот такие модели были. Так, что это такое? Ух ты, какой-то военный автомобиль. Мне вообще, вот, если честно, такие не очень нравятся. Какая-то расцветка у него не очень такая хорошая. Что это за автомобиль? Это автомобиль БА-20, тоже Диагостини и тоже масштаб 1:43. Ну, в общем, такой автомобиль. Башня у него вот есть с пушкой. Не знаю, вот эта труба, не труба, что это? Ну, навряд ли антенны в то время были. Это еще, наверное, не знаю, автомобиль 30-х годов. Фары у нас, кстати, просто покрашенные, а спереди вот две пластиковых фары есть. Ладно, на этом автомобиле не буду заострять внимание. Так, что здесь? О! Еще один ЗИЛок. Вот это да, это ЗИЛ тоже 118 юность. И это реанимация или скорая помощь? Скорая помощь. Специализированная скорая помощь. Ну, наверное, если специализированная, скорее всего, это какая-то реанимация. Тоже модель вся пыльная. Не знаю, вот здесь вот отсутствует деталь. Вот такая же. В принципе, фары пластиковые. О, номера даже приклеил. Молодец. 003. Прям скорая помощь, да. А здесь уже, посмотрите, поворотники просто покрашены. Если на данной модели были сделаны они отдельные детали, то здесь сэкономили и уже покрасили. Но, в принципе, прикольно. Что там внутри, конечно, не заглянешь, но если разобрать, то можно посмотреть. Сзади у нас ЗИЛ, также номер, смотрите, есть фары пластиковые. В общем, моделька, в принципе, в нормальном состоянии, за исключением вот нет одной детальки. Может, конечно, вот здесь еще что-то должно было быть. Ну ладно, в принципе, так, нормальная моделюха. Значит, ставим ее тоже в сторону. Так, переходим дальше. Еще один микроавтобус. Здесь что? Коробка с микроавтобусами меня ждет? Прям вообще потрясающе. Здесь, смотрите, тоже приклеили номера 3501 какие-то. Сзади. А сзади вообще нет номера, уже отвалился. Салон покрасили, да, прикольненько сделал. Такой мини-тюнинг. Но здесь отсутствуют всякие зеркала. Не знаю, вообще они должны быть. Антенки какие-нибудь. Ничего здесь нету и нету номера. В принципе, моделька так прикольная. Из металла она. Это у нас старт. Автомобиль старт. В масштабе 1:43. Тоже сделано Диагостини. Да, Диагостини. Все. Даже низ немножко проработан у данной модели. Ладно. Оставляем в сторону. Кстати, я вспомнил, откуда я видел этот автомобиль. Этот автомобиль снимался у нас в фильме «Кавказская пленница». Да,
Там вот ездили на таких автомобилях. Какого ж года это автомобиль? Где-то 50-х, 60-х годов. Тоже типа маршруточки такой. Маленькой, небольшой. Так, значит. Что-нибудь еще интересное есть? Опа, что-то нашел. Трактор. Трактор у меня такой был на обзоре. А здесь нету, кстати, фары. Ну, в общем, если интересует такой трактор, обзор на него я делал. Есть в описании будет ссылочка. Ну, трактор, да, трактор без одной фары. В принципе, пойдет. Так, в сторону идет. Дальше. Это что такое? О, такая у меня тоже есть. Это АМО. Как она? АМО F15, да, скорая помощь. Это автомобиль где-то 30-х годов. Чего они все такие у него в пыли, я не знаю, прям. Пыльные такие. Ну, в общем, кстати, автомобильчик в идеальном состоянии. Вообще ничего не поломано. Наверное, я, скорее всего, его разыграю. Но я подумаю еще. Смотрите видео. Решим, что будем разыгрывать. Ну, такой автомобиль у меня есть. И, скорее всего, я его точно разыграю. Да. Не любитель я таких вообще автомобилей старых. Опа! А это у нас... Что? Это у нас пятнашечка. Пятнашечка-открывашечка. Да, открывашечка. Смотрите, открывается дверь. Как широко открывается. Что там в салончике? Серый салон. Блин, нормально так сделано. О, она на пружинах. Есть у меня такая модель. Есть у меня такая модель. И есть на нее обзор. Я ее даже разбирал и показывал, как там все сделано. Вот эту модель, кстати, это Карарама вроде делает. ВАЗ-2115, Автобахан. Ну, в общем, Автобахан это, в принципе, та же самая Карарама в масштабе 1:43. Эту пятнашку я по-любому разыграю сегодня, потому что она у меня есть, и она, ребята, очень классная. Она, блин, крутая, она нужна, в принципе, в коллекцию. Вот у кого нету, вы не пожалеете. Это вообще потрясающая модель. Очень прикольно она сделана. Так, значит, ее тоже в сторону. Так, что там дальше? Это что такое? Это я даже не знаю, какой-то спортивный Бэтмобиль, да? Типа Бэтмобиль. Но это на самом деле ЗИЛ-112С в масштабе 1:43 и выполнена диагостинь. Смотрите, какие выхлопные трубы идут, прям отдельными деталями сделаны. Ну, здесь я не знаю, здесь, наверное, что-то еще должно было быть. Может быть и нет, может быть такой он и есть. Ну так, нормальный автомобиль, но я не люблю такие, если честно. Но в коллекцию самое то. Так, что тут еще у нас? Ладно, фантики выкидываю. Не нужны мне фантики. Много как фантиков-то. О, что-то желтенькое нашел. Вот это что-то. Ух ты, точно микроавтобусы, блин. Это у нас какой-то Рафик, но это, я так понимаю, инкассация, да, такой вот прям бронированный автомобиль. РАФ, Латвия тут написано. Да, так, что это у нас? Это у нас РАФ Лабе, если правильно прочитал. РАФ Лабе. В общем, такой броневичок, без одного зеркала, вот его здесь нету. Бойницы, смотрите, сделаны. Маленькие стеклышки. Да, зеркала нету, отсутствует. Мигалки, кстати, есть. Мигалочки есть. Ну, вот такой вот автомобильчик. Ну, прикольный. В принципе, необычный, я бы сказал. Нет такого у меня в коллекции. Будет теперь, будет. Что это? Ох ты ж! Ёшки-ж, матрешки. Что это такое за чудо? И почему оно в таком, не знаю, золотом цвете? Блин, это ЗИЛ. Это ЗИЛ какой-то прототип, наверное, или может правительственный. Но почему, блин, в таком цвете? Не знаю, зелено-золотом каком-то непонятном вообще таком. Не черный, черный он, блин, красивее смотрится. Да, это ЗИЛ-4102. Тоже сделал диагостини его. В общем, масштаб 1:43. На нижней части у нас никаких проработок здесь нету особых. Так, чуть-чуть. Отсутствует зеркало заднего вида. А так автомобиль, конечно, интересный. О, даже дворники есть на фарах. Вот это да, прикольно. Надо, кстати, посмотреть, что это за автомобиль. Реально ли он выпускался, или, скорее всего, это был какой-то прототип. Салон там внутри, конечно, шикарный, но все в пыли. Ужас вообще.
Ничего не видать там. Ну, так вот я вижу. Вон, видите, какой большой там широкий салон. Тоже представительский автомобиль, наверное. Но не знаю, выпускался нет. А какой низкий, даже за это занижать не надо. Посмотрите, как колесо уходит туда. В арочку. Да, прикольный автомобильчик. Что-то у меня уже прям много автомобилей. Уже коробочку надо сдвигать. Вот это я вижу какой-то ДПС или... Что это такое? А, нет, не ДПС. Но это тоже полицейский автомобиль. Полиция Нью-Йорка, посмотрите. Да, это вот легендарный, наверное, Форд. Да, Форд Краун Виктория. У меня такой есть в большом масштабе, а такого маленького еще не было. Что здесь у нас? А, здесь у нас отсутствует зеркало. Мигалочки на крыше присутствуют. Сзади фары тоже есть. Спереди, опять-таки, все нормально. Единственное, отсутствует зеркало пассажира. Но это вообще не критично, потому что самое главное, чтобы было зеркало водителя. Оно вот здесь есть. Да, прикольный автомобиль. Очень интересный. Так, поехали дальше. Здесь машинки так и не кончаются и не кончаются. Вот это да. Вот это я просто обалдел. Это же у нас, как он называется, ВИЗ. ВИЗ 294611. Он сделан у нас на базе Нивы. Пожарный автомобиль. Такой вот, ну, для нескольких человек. Прикольно. У меня есть зелок пожарный. А вот это будет ему комплект. Прям класс. Правда, там вроде город другой, Москва, что ли. Но здесь Тольятти. Ну, в принципе, классный автомобиль. Вот это да. И, кстати, у него вроде ничего не сломано. Обалдеть. Сломано. Сзади фары нет. Очень жаль. Ну ладно, я такой найду. А так автомобиль классный, крутой. Блин. Вообще. Нет слов. Больше даже не хочу здесь. Просто в шоке. Что здесь еще будет? Такое необычное. Вот. Одна машинка уже у меня упала. Жаль. Ну да ладно. Так. Это у нас УАЗик. УАЗик, смотрите, тоже с номерами идет. Блин, ну здесь сразу видно, зеркал нету, запасное колесо на крыше есть. О, человек повесил шторочки. Вот это я не знаю, было ТВ здесь или нет. Ну, прикольно сделан. Да, интересно. Телевидение, короче, такой вот УАЗик телевидение. Классный УАЗик. Кто у нас сделал его? Ну, тоже Диагостини. Все модельки, что ли, Диагостини? Ну, да ладно. Прикольный УАЗик. Жалко без зеркал. Ну, не знаю, УАЗики, в принципе, наверное, ездят без зеркал. Ну, хотя такой фургончик навряд ли будет ездить. Что там внутри, интересно? Не открывается ничего. Жаль. Я бы, конечно, с удовольствием посмотрел. Так, значит, что еще здесь интересненького? Опа, тоже какая-то полицейская машинюга. Я даже не знаю, что это. Это у нас Chevrolet Bel Air в масштабе 1:43. Это полицейский автомобиль с оторванным бампером. Наверное, кого-то таранил и оторвал здесь бампер, да. Прикольный автомобиль. Что тут у нас? В принципе, все здесь нормально. Зеркал у него нету, должны быть. Вот они. Дырки есть, зеркал нету. Ну ладно, не беда. Мигалки тоже одной нет на крыше. Короче, такой подушатанный полицейский автомобиль. Кстати, с ним можно прикольную какую-нибудь диораму замутить. Да, такой типа погоня, там еще что-нибудь. В общем, интересный. Прикольный автомобиль. Так, убираем его в сторону. Погнали дальше. Опачки, мне комплект, еще одна Нивуха. Ха. Да, вот так вот. Но это, видать, старая серия, а это уже более современная морда. Так, значит, что здесь у нас? Это у нас Нива. Нива. Ух ты, днище как проработано хорошо. Вообще здорово. Неужели тоже Диагостини? Да, тоже Диагостини, блин, сделал. Ну да, ладно, это все ерунда. Модель сама по себе прикольная. Отсутствует одно зеркало у нее. И, в принципе, второе есть на месте, вот. Второй есть. Салончик, что там смотреть? Ну, салончик и салончик. Обычный салон. Так, значит. Переходим дальше. Я не знаю. Тут вообще есть что-нибудь? Вон еще что-то. Что это такое?
Это вообще что-то за чудо техники. Это ВАЗ. Что за ВАЗ? АК? Что это такое? Это ВАЗ 1801 пони. Какой-то пони. Может, какой-то, я не знаю, гольф-автомобиль, там, электромобиль. Если знаете, пишите в комментариях. Интересно послушать ваше мнение. Так, значит, погнали дальше. Бумажки убираем все. И тут что-то у меня интересное. Подушатанная газель такая прям. Без фары, без дворника. Что это? Без мигалок. Это какой-то МЧСный автомобиль, потому что окраска МЧСная у нее. Есть лесенка сзади, кстати, ее можно куда-нибудь использовать. Фонари, мигалки. В общем, сверху тут какие-то спасатели ездили куда-то. Это ГАЗ-2705, газель от Диагостини, да, какой-то спасательный автомобиль. МЧСный, я бы так сказал. Ну так даже ничего сбоку смотрится. А спереди прям совсем все печально. Кенгурятника уже здесь не осталось. Ну да ладно. Так. Что-то еще здесь есть. Ох ты, какой маленький автомобиль. А что здесь у нас? В кузовке? Не знаю, что-то было в кузовке. Это у нас ГАЗ. Смотрите, на Победу прям похож сильно. Но это какой-то прям укороченный автомобиль. Так, значит, это у нас ГАЗик. ГАЗ М73. Украинец, ничего себе, я даже не знал, что такие делали. Прикольный такой пикапчик, видите, малюсенький, прималюсенький такой. Для картошечки, там, моркошечки, наверное, дачный автомобиль. Так. Полный стол уже машина. Коробку придется дальше двигать. Так, это что такое? Это ЛуАЗ. Ох ты, это ЛуАЗ, прикольный автомобиль. Очень проходимый, легкий, маленький ЛуАЗик. Отсутствует у него фара, я сразу знаю. А что еще? Ну, в принципе, в остальном нормально. Кстати, вот это можно снять. Тент. И у нас откроется красивый маленький салон. Так, значит, погнали дальше. Так, ну, уже все. Выкидываю все бумажки. Вот что-то желтенькое. Сейчас... Ух ты! Это у нас Волжаночка. 21-я или 24-я Волга, да. 24-я Волга, легендарный таксишный автомобиль такой. Но цвет у него, если честно, вот на камеру желтый, а вблизи какой-то он более лимонный. Вот если взять вот этот трафик, то он желтый. По идее, такси вот такого цвета было. А он, видите, немножко как-то, может, выцвел, я даже не знаю. Автомобиль, конечно... Ну, вроде неплохой. Здесь Волга написано. Дворники присутствуют, зеркало есть. Ну, в принципе, довольно... Вы в нормальном таком состоянии, в принципе, целый. А здесь я обратил внимание, что здесь, смотрите, есть значок зеленый. Помните такую песню там? Зеленоглазое такси. Вот. Зеленый огонек здесь горел. Знаете почему? Потому что, когда машина была свободная, таксист нажимал зеленый свет, и все видели это издалека и могли остановить данное такси. Так, что там дальше у нас? А дальше у нас пустая коробка, в принципе. Все. Модельки закончились. Сейчас я их выставлю все на стол, чтобы вы могли видеть, сколько здесь разных у меня сегодня моделюшек. И вот я расставил этот замечательный автопарк. 22 модели мне сегодня пришли в коллекцию. Но некоторые из них я, конечно же, разыграю, потому что они у меня есть, и они реально кому-нибудь, может быть, пригодятся. Во-первых, будет разыгран вот этот вот АМО. Да, вот это АМО, скорая помощь. У меня такая есть, поэтому без зазрения совести я ее сегодня ставлю в розыгрыш. Так, значит... Еще разыграю вот этот трактор, потому что этот трактор у меня тоже есть, ну и мне он не нужен. Поэтому тоже будет разыгран. Так, значит, надо их куда-то наперед ставить. Эти я оставлю моделюшки. Трактор и АМО. И еще одна модель, конечно же, будет разыграна. Ну а какая?
Ну, я уже говорил, в принципе. Вот это вот пятнашечка от Карарамы на пружинках. Советую посмотреть видео, как я ее разбирал. Реально прикольная машинка. Таких сейчас делают очень мало. Тем более она открывается, а двери, смотрите, плотно как сидят. Даже ничего здесь не торчит вообще. И покраска, кстати, нормальная такая. Классная модель. О, я еще забыл отметить здесь особенность. У нее резиновые зеркала, поэтому они никогда не сломаются реально. Да, классная модель. Это все будет дело разыграно. Вот эти 3 модели. Ну а ты напиши в комментарии, какую ты еще хочешь модель, чтобы я разыграл. Я подумаю и, может быть, устрою розыгрыш. И значит так. Кстати говоря, в прошлом видео с модельками немножко были не соблюдены условия. Я говорил о 2000 просмотров за неделю, но они набрались значительно позже. Но все-таки вот этот ЗИС мне не нужен, поэтому он тоже сегодня будет разыгран. Условия будут в этом конкурсе такие. Значит, набираем 1000 лайков за неделю под этим видео, 1000 лайков, и я устраиваю розыгрыш. 1000 лайков за неделю. Условия очень простые. Подписаться на канал, поставить лайк под этим видео, поделиться с друзьями. Ну и в принципе все. Все условия очень просты. 1000 лайков за неделю. И я устраиваю розыгрыш. Все будет вроде по-честному тогда. В общем, до скорых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока.